Друзья, всем привет! Я приветствую вас на нашем субботнем прямом эфире. Обычно мы с вами встречаемся по воскресеньям, но вот сегодня так получилось, что в субботу. Я решил, что может быть удобнее встречаться по субботам. Hi from Almaty. Друзья, буду читать ваши комментарии сегодня, будем общаться. Hi, Wes, Salamat Malam. Salamat Malam, Индонезия. I saw lighthouse behind you. Where are you anyway? Всем привет, жду вас. Dear Heidi, I'm in the most beautiful place in Alanya, in Turkey. And maybe this is the most beautiful place. Сзади меня маяк. Он находится, я вам сейчас покажу, он находится на таком отдалении от берега. Сейчас попробую вам показать. Вот это вот крепость Алания, гора, на которой находится крепость. Ну вот это море. И вот, вон там вот находится сама Алания. Горы. И вот этот маяк, куда приходят все фотографироваться, да и просто отдохнуть, рыбачить. В общем, место очень красивое. Еще так сегодня повезло с погодой. Я сначала планировал на другое место с вами сходить, но пошел сюда. И сегодня у нас есть что обсудить, у нас много хороших новостей. Здравствуйте, Татьяна. Нуржан, привет. Гульжан, здравствуйте. КБМ, здравствуйте. В общем, немного сегодня пообщаемся в таком хорошем месте. У нас как раз, наверное, около часа до захода солнца за гору. Потом уже будет немного холодно. Оля. Оля. Друзья, привет всем. Друзья, пока вы собираетесь, расскажу вам, что я вместе с вами решил принять участие в марафоне. Buongiorno, Fabio. Hello, Fabio. Nice to see you today. How are you? В общем, вместе с вами, друзья, решил принять участие в марафоне. Проходил мимо, прогуливался вот буквально вот там вот на набережной. И увидел, что там какие-то палатки стоят, люди собираются. Решил подойти поближе, а там, оказывается, идет регистрация на марафон. На большой марафон меня не взяли, сказали, что надо сначала попробовать, нельзя сразу бежать в большой марафон. И сказали, давай-ка, Аркадаш это друг, значит, давай-ка записывайся на марафон 5 километров для начала, а потом, может быть, в следующий раз тебя возьмем на марафон для взрослых. Вот. Так что завтра, друзья, в 12:30 по московскому времени буду стартовать. Я в порядке, пишет Фабио. Надеюсь, ты тоже в порядке. Yes, I'm fine. Thank you. Thank you, my friends. Всем привет, рада встрече с вами. С вами пишет Людмила Владимировна Мамызина. Людмила Владимировна, большой вам привет. Так. Хизрия Юбович и Макс уже в Минске по вопросам организации концерта Димаша. В Минске будет шикарный концерт. Я уверен. Да, тем более Минск-арена – это отличное место. Да и вообще в Минске всегда так приятно находиться. Я всего лишь один раз был в Минске на открытии Европейских игр, и невероятно мне понравилось. ¿Cómo se llama ese faro? Andreina. Dear friends, you can send your questions in English, send your messages in English. Unfortunately, I still can't speak Spanish very well, so I can speak a little bit Kazakh, a little bit Turkish, a little bit English, and чуть-чуть русский. Так что, друзья, давайте пообщаемся чуть-чуть. Есть хорошие новости. Сегодня
Мы узнали об еще одном концерте Димаша. Yes, Heidi. Heidi пишет. Терема Каши. Ваня. I like the scenery. Enjoyed your pleasant day and happy weekend. Happy weekend too. В общем, есть хорошие новости. Сейчас мы подождем, пока все соберутся, и их обсудим обязательно. Я вам пока расскажу еще одно. Вот, смотрите, видите, все приходят фотографироваться. Я вам расскажу еще одну интересную историю. Ну, как историю? Я пока сюда шел. Здесь очень красивое место, и очень много рыбаков вот так вот расположились. И рыбаки, они ловят рыбу, но не забирают ее себе. Здесь очень много рыбы, прям видно, вода очень чистая, видно прям, что там много, самые разные, я не разбираюсь, какие виды рыб здесь водятся. Но, в общем, много разных. И рыбаки, они стоят, ловят ее, и рядом с рыбаком сидит всегда кошка. Или два даже кота. И рыбак вылавливает рыбку, и вот такие вот маленькие рыбки отдает кошка. И, в общем, когда идешь вот так вот, я сначала удивился, не понял, зачем. Ну, я думал, может, коты играют, может, им просто нравится сидеть вот так вот смотреть на волны, на море. Как это, бесконечно может смотреть на воду, на огонь, на воду и на работающего человека. Вот коты сидят, расслабляются, смотрят на работающего человека и на воду. А на самом деле рыбаки просто достают и маленькие рыбки отдают вот этим котам. И даже этот момент получилось заснять, я вам покажу потом. Галина, здравствуйте. Как хорошо, что Ваня знает английский и иностранцам сразу перевод. Супер. Это, кстати, Димаш меня научил. Я раньше очень плохо говорил по-английски. Я и сейчас не всегда хорошо говорю по-английски. У меня еще много нужно учиться. И самое главное, нужно много практики. Хорошо, что есть друг американец Джей Кей, который иногда дает мне уроки английского языка. Я на этой неделе с ним, кстати, тоже созванивался. Мы записали около часа беседу. Скоро будет она появляться. Часть появится, наверное, на английском, так же, как в прошлый раз. Может быть, целиком появится на английский, я еще не решил. В общем, друзья, какие новости? Мы за эти 2 дня узнали о том, что будет у Димаша концерты. Мы узнали, что у Димаша будут концерты как сольные, так и будет принимать участие он еще и в концерте в Москве, который состоится 6 марта. И концерт этот будет посвящен 8 марта, Международному женскому дню. Очень приятно, что Димаш такой делает подарок в этом году всем леди. И очень хорошо, очень приятно, что будет концерт вот этот вот праздничный в Москве. Потому что очень многие смогут на него сходить из России, кто давно хотел. Знаю, что есть в Москве очень преданные поклонники Димаша, которые очень хотят, чтобы Димаш спел для них хотя бы одну песню. Я предполагаю, что песня будет одна из песен Игоря Крутого. Есть несколько шикарных песен в репертуаре Димаша. Есть также предположение, что будет новая песня, что мы сможем услышать новую песню, и что Игорь Крутой работает в студии как раз вот для того, чтобы написать песню Димаш. Но это пока что предположение. Как вы знаете, Димаш всегда любит держать в секрете, так же, как и Игорь Крутой до последнего момента, то, что они готовят. Поэтому можем предположить, что будет что-то особое. Потому что, если помните, на «Новой волне» тоже был сюрприз, и тоже это был невероятный сюрприз, потому что, как вы знаете, до сих пор песня Fly Away находится в билборде, занимает лидирующие позиции. Поэтому я думаю, что очередной сюрприз от Игоря Крутого, он думает, что будет очень своевременно и станет шикарным подарком для всех прекрасных леди и девушек,
и дам, которые придут на концерт или которые будут смотреть этот концерт, может быть, если появится он в записи, или, может быть, кто-то будет вести прямой эфир в Инстаграм. Так что, друзья, что-то, в любом случае, что-то хорошее, что-то интересное нас ждет. Esta programa quedará grabado y con traducción al español. Adriana. Dear Adriana, unfortunately can't answer in Spanish, but I'm glad to inform you that we also speak English, so you can send us your questions or any messages, and we will try to read them if they will be polite enough. Привет из Западной Сибири. Большой привет в Сибирь. Ух ты, в Сибири сейчас, наверное, погода. Я сегодня созванивался еще с Санкт-Петербургом, там снег. Уже я вот понял, что я соскучился чуть-чуть по снегу. Хочется, вы знаете, с горки там скатиться, снеговика слепить. Но все-таки, наверное, вот съездить, слепить снеговика и через пару дней обратно. Потому что все-таки как-то морской воздух, вот сама вот эта вот аура моря, аура морского города, в котором порт, в котором исторически так было, что здесь пираты собирались. Потом были еще несколько мощных цивилизаций, которые тоже здесь находились. Прям совсем рядом, буквально, я не знаю, может даже меньше 100 километров отсюда город Сиде, где находится храм Аполлона, древнейшее сооружение. Также здесь очень много древних зданий, и также здесь, по-моему, где-то ближе, подальше от берега, тоже не знаю, на каком расстоянии, должна быть столица хеттов, древней цивилизации. Если я не ошибаюсь, потому что я не историк, я просто где-то это слышал, где-то это прочитал, поэтому не буду говорить, пока я лучше узнаю хорошенько и потом вам расскажу. Иван, снега у нас много, приезжай, имеется в виду в Самаре. Да. Всем привет из Крыма, а я по Турции соскучилась, она пишет. Привет, ребята, Ваня, привет из Израиля, Людмила пишет. О, Людмила, в Израиле тоже погода хорошая, наверняка. Будем рады посмотреть беседу с Джей Кей. Очень интересный, умный человек, собеседник, верный поклонник Димаша. Уж он-то точно знает, что Димаша в Америке ждет прекрасное будущее. Да, Людмила Владимировна, вы знаете, Джей Кей с большими перспективами оценивает возможность приезда Димаша в Америку. Вот. И высказал несколько очень интересных теорий, которые, я надеюсь, что воплотятся в жизнь. Ну, обо всем я не буду спойлер делать, чтобы вы могли, когда посмотрите, чтобы вам было интересно, чтобы сохранилась интрига. Но Джей Кей много интересного рассказал, я уверен, что вам будет интересно посмотреть. Иван, как насчет в Турции с ограничениями? Галина спрашивает. В банках, в магазинах просят надевать маску, а так здесь плотность населения не очень высокая, поэтому все ходят спокойно, без масок. Действительно, везде обрабатывают руки. В некоторых ресторанах официанты ходят в масках. Может быть, даже во всех. Да, наверное, во всех. Я просто не часто в рестораны здесь хожу. Хорошо начинается концерт у Димаша, до марта далеко, Салтанат пишет. Что за здание позади вас? У нас буран, метель, это снег. И снега много идет пушистый. Извините, мини-бика, если я вам таким видом порчу настроение. Сзади это маяк, да. Сзади это маяк. Здесь порт
отсюда каждое утро выплывают корабли, потом возвращаются. В основном это, наверное, рыбаки. Мне кажется, это рыбаки, наверное. Погода солнечная в Израиле. Так вот, друзья, давайте вернемся к теме новостей, к теме концертов. Мы поедем в Дубай. 25 марта будет концерт у Димаша. Я 23 числа буду выезжать отсюда из Турции. Направлюсь, прям буду жить в центре Дубая. Правда, там, я как посмотрел по карте, там центр, даже в центре все равно, куда, если надо добраться, то все равно надо планировать, что час нужно будет потратить на дорогу, поэтому, друзья, обязательно очень внимательно, если вы поедете, выбирайте гостиницу. Очень внимательно смотрите, сколько вам будет добираться, потому что там очень дорогой транспорт. Пешком практически нигде нельзя дойти, потому что там город сделан больше для машин, наверное, чем для пешеходов. Поэтому постарайтесь по возможности выбрать отель, гостиницу поближе на Кока-Кола-арене. Причем я посмотрел, когда выбирал отель, я смотрел, там практически из любого отеля, который я рассматривал, там в этих отелях там час пути до Кока-Кола-арены. Я первый раз в Дубае, да. Буду первый раз в Дубае, Diamond DJ спрашивает. Очень интересно, что там будет. Невероятная история мне рассказывали про Дубай, про то, что это один из самых роскошных городов мира, может быть, самый даже роскошный. Ваня, а как насчет аккредитации на концерте в Дубае? Людмила Владимировна спрашивает. Я не знаю пока. Пока что это неизвестно. Я еще не знаю. Иван, вы будете освещать? Надеюсь, будете освещать? Да, обязательно. Обязательно будем вам рассказывать, что там происходит перед концертом, после концерта. Надеюсь, что смогу рассказать и немного про Дубай. Надеюсь, что успею. Также еще хочу успеть в эти дни посетить Стамбул, потому что самолет будет у меня вылетать из Стамбула, и я надеюсь, что я смогу еще несколько часов, может быть, один день провести в Стамбуле. Вот это вот будет интересно тоже посмотреть. Что касается концертов в Риге и в Минске, пока что у нас есть только желание для того, чтобы туда отправиться. Привет с Молдовы. В Турции сейчас и всегда обработали руки как антисептик. Да, в общем, пока что у нас есть только желание. Что касается концертов в Дюссельдорфе, то когда мы были в Сочи, нам поступило приглашение в Дюссельдорф. Я думаю, что вот сейчас постараемся связаться с друзьями из Германии и, возможно, тоже сможем посетить Германию. В Германии я тоже ни разу не был, но всегда мечтал побывать. Тем более, что двоюродная сестра у меня живет в Дюссельдорфе. Вот буду у нее спрашивать совета, узнавать, как там. Может быть, она тоже решится сходить на концерт Димаша. Hello, Ваня. Hello to all dears. Савья пишет. Hello, dear Савья. Билеты на концерт в Дубае, когда собираетесь купить Diamond DJ? У нас есть подруга прекрасная, которая нам хочет подарить билет. Пока что не буду подробнее ничего рассказывать. Оставлю пока что в секрете эту информацию. Но попозже обязательно, конечно, все расскажу. Ждем с нетерпением концерта Димаша. Концерта с Димашем. Да, друзья, я сегодня уже говорил о том, что вот Димаш начинает концертную деятельность. Сейчас Димаша не видно, не слышно.
То, что Димаш начинает концертную деятельность, это очень хорошо, потому что, возможно, Димаш может стать символом возвращения к, к жизни, к которой мы все привыкли. Вот, поэтому такие хорошие новости, они очень обнадеживают, очень поднимают настроение и мотивируют. И вот будем ждать с нетерпением новостей. Да, я буду стараться раз в неделю вот так вот выходить в эфир, может быть, 2 раза в неделю. Буду рассказывать вам, как у нас обстоят дела, буду рассказывать последние новости, буду с вами общаться, отвечать на ваши вопросы. Лучше, наверное, снять отель рядом с Coca-Cola ареной, потому что такси стоит очень дорого, от 50 до 100 долларов, или ехать на общественном транспорте. Да, надо заранее продумать. Мне тоже посоветовали, что нужно заранее продумать, когда я буду в Дубае, точнее, перед тем, как я буду бронировать даже отель. И там еще 2 аэропорта рядом. Считается, что когда билеты берешь, там, если ты берешь Дубай, то могут тебе соседний аэропорт система предлагает. Вот. И там тоже смотрите внимательно, как вам марта осталось. Глаза закрыл, глаза открыл, и уже март. Так что лучше заранее готовиться. Мы уже начали подготовку. Да здравствуют хорошие друзья, помогающие вам. Большое им спасибо за это. Друзья, действительно спасибо вам. И спасибо всем, кто откликнулся сегодня и помог нашей подруге Гульбахор. Сегодня утром мы выпустили небольшую передачу про нее. Так, пишет, что зависла. Вроде отвисла. Или зависла. Так, друзья, как там, отвисла или зависла? Зависла. Иван Насылсын. Галар Таркиде Гизельме. Отвисла. Отлично. В общем, спасибо всем, кто помог нашей подруге Гульбахор. Вот. Она всем передает привет. Сегодня с ней уже разговаривали, созванивались. Кстати, тут была вот Стейша написала. Иванасала Валар Туркиде Гюзельме. Друзья, вы знаете, турецкий язык очень близок к казахскому. Цифры все похожи. То есть по-казахски, если ЕК, то 2. По-турецки ЭКИ. В общем, все цифры вот так вот похожи. Бир, ЭКИ, Уч, Дорт, Беш. Алты, Еди. В общем, практически казахский. Многие, чуть-чуть отличается, как, наверное, можно сказать, что турецкий язык, он просто помягче. Чуть-чуть. А так очень похожи. И, наверное, поэтому тем, кто из Казахстана сюда приезжает, им здесь очень, очень легко и быстро освоиться можно. А что с Гульбахор? Салтанат, у них студия медиа-академии, она находится прямо на площади Республики. Вот, и там пострадала студия. Сама Гульбахор тоже чудом осталась живой. Вот, и, в общем, вы можете посмотреть ролик, который вышел утром на ЛГ Петербург. Если выучишь казахский, будешь понимать турецкий, узбекский, киргизский. Нормально все. Да, это точно. Но во всяком случае легче будет торговаться на рынке. Отвисло. Угу. Сколько языков вы знаете? Я бы сказал 0, потому что русский я на 3 знаю. У меня 3 всегда была в школе. Русский я плохо знаю. Английский, я могу что-то сказать, могу что-то понять, но
нельзя сказать, что я идеально знаю английский, я очень много ошибок делаю в разговоре. Испанский, а, испанский буквально пару слов, турецкий тоже не шибко, казахский я начал учить. В общем, с языками у меня не очень. Ваня полиглот. Сами турки говорят, что казахский — это древний турецкий язык. Да, я слышал, что здесь в школах учат, что очень близкая связь между казахами и турками. Вот. Да и вообще я могу сказать, что здесь как-то все дружат сильно. Наоборот, может наоборот. В общем, и даже мэр города Алания, Адем Мурат, он сильно помогает казахам, которые здесь живут. Он сильно помогал при открытии мемориала Абая и парка Абая. Здесь в Алании есть парк Абая. Может быть, даже отсюда его сейчас можно увидеть. Вот в чем красота Алании? В том, что вот если сравнивать даже, например, с Ниццей, там девчонки фотографируются, в чем красота Алании, и там, вот сравнивают обычно такие прибрежные города, вот Ницца обычно говорят, что Ницца хороший, красивый город. Конечно, хороший, но в Алании вот такое есть закругление, которое дает какой-то уют, что ли. Здесь вот я сейчас могу видеть практически всю Аланию, потому что она вот разделена на много районов и протягивается по берегу Средиземного моря. И вот отсюда я могу все увидеть. И также с той стороны горы, то есть если на гору вообще подняться, это шикарный вид. Но я как понял, я сейчас думаю, что мне нужно найти квартиру, чтобы остановиться здесь. Там нужно оформить документы, все такое. Для этого нужно снять квартиру. И я вот выбираю разные места, и вот я думал сначала о том, что самое крутое место жить — это на горе, но на самом деле еще круче место жить вон там вот в горах, потому что с горы не со всех частей горы видно море, а оттуда с гор видно сразу и море, и весь город. В общем, в высоте гор невероятная красота. Надеюсь, все хорошо и нормально. Да, Гульбахор давала интервью журналисту России, сказала, что могла задохнуться в дому. Да. Но все будет в порядке у Гульбахор, я уверен. Вот. И я рад, что есть добрые люди, которые ей помогают. Anule subscription. Sin subtítulos es la nada misma. Hi dears. Так, это что значит? Аллу отписывается. Hey, dear Аллу. We can't add subtitles on live stream. I'm sorry. But we also add captions or subtitles to every our video. At least 10 languages. Все, солнце уходит, сразу стало холодно. Димаш должен выступить в Москве на празднике 8 марта. Это кроме праздника, который будет 6. Ваня, а где Саша? Саша в отпуске. Иван, как долго будете в Турции? Я планирую надолго. То есть я только приехал, мне здесь понравилось. Я знал, что мне, кстати, понравится, поэтому я уже с самого начала знал, что я буду сюда нашу студию транспортировать. В общем, поэтому я думаю, надеюсь, что надолго, надеюсь, что все получится. Людмила Владимировна пишет: Ваня, не скромничай, ты молодец, быстро схватываешь, так как способность к языкам явная, по-русски ты совсем замечательно и грамотно говоришь. Спасибо, Людмила Владимировна. Спасибо вам. Людмила Владимировна может дать высокую оценку, потому что она сама на 6 языках говорит, путешествовала по всему миру. Обо всем нам этом рассказывала, когда мы были в Москве.
Поэтому, Людмила Владимировна, от вас такая высокая оценка моих скромных качеств. Очень приятно. Так, друзья, ну что, давайте закругляться, а то солнце ушло, как-то становится прохладно. Удачи тебе, Ваня, пусть все планы притворяются, как задумано. Спасибо. Thank you, dears. Gracias, dears. Друзья, до свидания. Все, солнце ушло. Вот. Буду одеваться. Пойду уже. Да. Надо готовиться все-таки. Завтра марафон, 12:30 побегу. Надо еще посмотреть фильм с Маратом Жиланбаевым, вот, чтобы зарядиться. Ведь главное — это дух. Физические кондиции — это второстепенно. Ладно, все, друзья. Всем пока.